На телеканале «Домашний» стартует 4-серийный фильм «Цена прошлого». Сюжет картины рассказывает о непростом периоде в семейных отношениях. Одну из ролей сыграл Денис Матросов. Актер несколько раз оказывался в подобных ситуациях, поэтому понимает, насколько сложно обрести счастье. Измена, повлекшая за собой череду неприятностей и даже опасностей для жизни, заставляет главных персонажей измениться до неузнаваемости. По сюжету герой Матросова, увлеченный архитектор, не замечает ничего кроме работы и пренебрегает семейными обязанностями в пользу материальных благ. Как утверждает актер, сам он полная противоположность персонажа. Этим летом я собираюсь исполнить одну из самых больших мечт старшего ребенка Ивана – пойти в настоящий поход. Вместе с женой Олей, сыновьями Ваней и Федей, и дочкой жены от первого брака Александрой, Денис планируется отправиться в поход в Тверскую область. Для меня чрезвычайно важно не забывать о том, что всех денег не заработать и семье ты нужен дома, а не в вечной погоне за пополнением семейного бюджета, признался Денис. Для такого случая Матросов уже приготовил семейную реликвию, большую оранжевую палатку, которую ему подарила мама 32 года назад. В ней Матросов пережил много незабываемых моментов, включая трехнедельный пансион и строительство собственной дачи, и даже настоящий пожар, о чем свидетельствует прожженная дырка на дне брезентового дома. Место для похода артист выбирал специально патриотичное, чтобы показать детям, как богата природа в России. Матросов планирует научить наследников собирать грибы, ягоды, полевые цветы, разжигать костер и, конечно, вместе петь песни у костра. У популярного актера подрастает два сына. Старший, Иван, от актрисы Марии Куликовой, пара рассталась после 14 лет брака. В августе Ване исполнится 7, и он пойдет в 1 класс. Младшему, Федору, всего 2. Второго мальчика Матросову подарила третья жена, Ольга Головина. Личная жизнь Матросова всегда вызывает повышенный интерес у поклонников и журналистов. Сейчас актер живет с сыном и гражданской супругой Ольгой. Отношения Матросова с Людмилой Татаровой и Марией Куликовой закончились разводами. Как рассказывал Денис в одном из последних интервью, разрыв с первой супругой помешал ему общаться с сыновьями. По его словам, женщина изолировала детей от него. Несколько лет назад у меня насильственно, подчеркиваю, насильственно отняли детей. Это было решение женщины, с которой я прожил много лет, и после этого человек перестал для меня существовать. Потом она еще вынесла жесточайшую ложь в прессу, на телевизионные каналы. Она пиарилась за счет меня,
Минус отмечал Матросов. Бывшая супруга Дениса Матросова насильно забрала его детей лишь с Ольгой. По признанию актера, он обрел долгожданное спокойствие. Вместе они не только воспитывают детей, но занимаются творчеством.